Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем мини-проект, а именно конвертер единиц измерений. Перед началом сразу же скажу стратегию для этого урока. Я вам рассказываю и показываю, как это создавать. В процессе вы ничего не пишете, только смотрите и слушаете. Как урок закончился, в описании есть ссылка на такой же исходник, как у меня. Вы его скачиваете и пытаетесь решить сами. Если будут сложности, посмотрите видео еще раз. Главная задача – понять и попытаться написать эту же логику самостоятельно. Все-таки наша задача стать настоящими разработчиками и мочь все писать самим, а не повторять за кем-то. В дальнейшем я повторять стратегию не буду, так что хорошо запомните, как правильно выполнять мини-проекты. Ну что ж, начнем. В этом проекте нам нужно будет сделать так, что я буду вот сюда, в это верхнее поле ввода, вводить какую-либо цифру. Ну, например, 100 ввел. Далее нажимаю «Конвертировать». И что происходит? У нас с самого начала, видите, в селекте было выбрано километры в мили. То есть, что будет происходить? Я буду вот этих 100 километров конвертировать в мили. Ниже я, кстати, вижу результат. То есть, я получу 62 мили. Формула конвертации у нас написана вот здесь. Давайте я в селекте поменяю на килограммы. И теперь вот это у нас килограммы. И при клике мы килограммы преобразовываем в фунты. Нажал. И вот, получили вот столько фунтов. Формула также есть, вот она. Точно так же выбираю Цельсий в Фаренгейт. Нажимаю, и вот столько фаренгейтов у нас получается. В правильном ответе мне нужно увидеть так, что у нас получается что? Давайте сейчас лучше обновлю. Я ввожу сумму, нажимаю там «Рассчитать». У меня вот сюда выводится сумма, то есть рассчитанная сумма. А также ниже полная формула, как это было произведено. Ну, то есть, что я преобразовал именно 100 километров и получил конкретно 62 мили. Ну, точно так же во всех остальных случаях. А это значит, наша главная задача сделать конвертер единиц измерений. Ну что ж, можем приступить к написанию логики. Изначально я подключу исходный JS. Это вот такой вот он. И тут, как у меня, так и у вас, будут сразу подключены все теги, которые вам потребуются. И созданная функция, и она уже связанная с этой кнопкой. Можем приступать к решению. Первым делом я сделаю переменную, в которую получу ту сумму, которую я вписал в сам input. У меня есть input value, это input, который мы ранее подключали. Я его вот так вот получаю и сразу преобразовываю в число. Не забываем, нам нужно работать именно с числами тут. Следующим этапом я получу то, что я выбрал в Select. Сделаю переменную s и в нее присвою searchType.value. Окей, я уже получил все те данные, которые я буду вносить на нашем сайте. То есть вот это поле ввода и вот этот select. Далее мне уже нужно все это считать. Сделаю себе переменную result, в которой буду присваивать результат нашей работы. Изначально это будет 0, типа я еще ничего не сделал. И тут можно начинать уже прописывать логику. Что я сейчас сделаю? Я напишу switch, и я буду проверять то, что мы выбрали в select под разные случаи. Начнем с первого случая. Это у нас, давайте посмотрим в верстке, найдем select. Это у нас вот такой случай. Километры, мили. Копируем этот вариант, вставляем вот сюда, вот так.
Если у нас выбран этот кейс, открываю тело кейса и прописываю следующее. Беру переменную result, и я ее перезаписываю. Перезаписываю по следующей формуле. Вот такой. Я ее даже полностью скопирую. Переменная v называется в данном случае у меня. Ну, тот текст, который вписал пользователь. И по итогу формулы получается вот так. Также ставлю break, что означает конец кейса. Продублирую сразу его 2 раза, потому что у меня в общем 3 варианта. И перенесу второй вариант. Это килограммы в фунты. Вот так вот получается. И третий вариант. Цельсии в Фаренгейты. Вот таким образом. Далее нужно формулу подтянуть правильную. В случае килограмм фунтов мы умножаем на 2 и 2. То есть это вот так. В случае Цельсия и Фаренгейтов там намного сложнее формула, мы уже видим. Я ее всю скопирую и вот так вот v заменю. Окей. То есть что мы сейчас здесь прописали? Мы прописали логику под каждый случай. Типа, если я в селекте выбрал вот такой вариант, то мы должны посчитать наш результат с помощью вот такой формулы. Если же выбрал другой, килограммы фунты, то уже вот такой. Ну и так далее по третьей формуле. Когда мы все это просчитали, я могу вывести это на экран. У меня есть дивчик для этого, result value, и с помощью inner.html я вывожу в него результат нашего действия. Ну, то есть переменную result. Проверим, как оно будет сейчас считать. Вписываю 10. Отлично. Там килограммы, фунты. Прекрасно. Все работает уже отлично. Но мы еще не закончили. Нам нужно еще вот сюда ниже, если вы помните, вывести четкое обозначение, что мы сделали. Типа, что и во что мы переобразовали. Для этого я сделаю еще одну переменную. Назову ее unit. И она будет по дефолту равняться пустой строке. Далее, при каждом кейсе я буду ее перезаписывать. То есть я перезаписываю не только result, но и эту переменную также. Если мы используем переобразование километров в мили, то мне нужно здесь написать так. Я возьму наши входные данные, сделаю склеивание строк, плюс кмы, вот так вот. Добавляем после кмы пробел, ну специально нам нужен, равно и еще раз пробел. Дальше опять склеивание строк, результат уже посчитанный, плюс мили. Ну, это будет вот таким образом выглядеть. Окей, проверим, как вот эта штука отработает. Я только еще ниже добавлю, что вывод на экран. Потому что я только посчитал, но я еще ничего не вывожу. Result.inner.html равняется моя переменная. Хорошо, я ее прописал только под вот этот кейс, поэтому только его сейчас я и буду тестировать. Увожу цифру, нажимаю и отлично. Только видите, оно склеилось. Я бы хотел добавить пробел, и для этого я добавлю пробел вот сюда. Видите, вот тут вот. Нажал, и вот он появился. Вот он. Также и для милей. То есть это вот сюда. Не забываем, что в программировании каждый символ имеет значение. И если я хочу, чтобы у меня было какое-то расстояние, ну пробел, например, то его мне прям фактически нужно добавить. Проверим еще раз. Все, пробелы есть, формула выглядит отлично, то есть переобразовала так, как нам и нужно было. Можем переходить к следующему кейсу. Следующий кейс будет, ну, примерно так же выглядеть на самом деле. Килограммы в фунты.
Только там у нас будет что? Вот тут вот не км, а именно кг. А дальше будет именно фунты. Ну, то есть вот так. И сразу давайте еще под вариант Цельсия и Фаренгейта. Но в этой конструкции у меня здесь будет вместо кг вот так вот. Нет, Цельсия, вот так вот. А Фаренгейт это F. Окей, проверим результат. Вписываю циферку и нажимаю, ну, как и обычно. Выбираю килограммы в фунты. Работает. Например, еще Цельсий. Также работает. На этом этапе мы выполнили всю задачу, которая от нас требовалась. Выглядит она вот таким образом. Где мы что делаем? Изначально получаем наши данные из этого поля ввода, то есть из инпута. Также получаем выбранный option из select, ну, какой-то из этих трех вариантов. Создаем две переменные, в которые записывать будем результаты наших подсчетов. Дальше создали switch, где проверяем каждый вариант отдельно. И под каждый вариант вписываем свою логику. Например, если отрабатывает вариант километры мили, ну то есть мы его выбрали в селекте, то у нас выполняется вот эта логика, где мы перезаписываем result под такую конструкцию и перезаписываем вот эту переменную для вывода. Она, кстати, здесь это самая сложная штука, которая у вас будет, потому что нужно будет вспомнить, как написать правильное склеивание строк, чтобы мочь выдать аж вот такую формулу в ответе. Также, что дальше у нас происходит? Если все-таки этот кейс дает false, отрабатывает следующий, то есть вот этот, и он в свою очередь уже выполняет вот это действие для результата и вот это действие для переменной unit. В третьем варианте аналогичная ситуация. Когда у нас уже посчитался весь результат, ну то есть эта логика свитча отработала, мы уже готовые данные выводим на экран. Это вот тут. Очень хочу, чтобы вы заметили, что я вам показываю код сразу с какой-то архитектурой. Архитектура — это имеется в виду, что у меня не написано все в разброс. Нет. Каждый кусочек выполняет свою логику. Например, верхний кусочек этой функции получает данные из всех полей ввода, которые нас интересуют. Следующий кусочек — это создание исходников. Ну, типа переменные, которые мы будем перезаписывать, как-то манипулировать с ними, считать что-то у них и так далее. Дальше, этап чуть ниже, уже самой логики, где мы фактически проверяем каждый случай и выполняем соответствующие действия. И в самом конце вывод на экран. То есть вот она архитектура. Она уже есть. Архитектура — это очень важно. Особенно тем, что вы, когда пишете код, ну, вы же не одни пишете его, вы пишете его в команде. То есть у вас много. И очень часто придется работать как с чужим кодом вам, так и им, ну, другим людям, с вашим кодом. Из-за этого код нужно писать очень читабельно, чтобы вы так его открыли и сразу очень просто и легко могли прочесть любой фрагмент. Чтобы вы лучше поняли, почему архитектура так важна, наведу вам пример, что если в компанию, ну, допустим, у нас есть компания, мы пытаемся набрать какого-то сотрудника. К нам приходит два человека. Один, у которого, там, не знаю, знания по JS и всему остальному очень высокие, но архитектура написания прям сильно хромает. И другой, который знает действительно хуже всю эту логику, ну, хуже пишет код, но он его пишет очень читабельно. Так вот, возьмут в команду того, кто пишет читабельно. Потому что читабельность очень важна. По факту вы, если написали какую-то логику, ну, код написали, и потом следующий сотрудник будет работать с ним, из-за того, что он долго читает ваш код, долго не может понять, что там вообще написано, вы замедляете процесс работы всей команды. И как бы из-за того, что один человек написал плохо код, стоит вся команда и весь проект, это, ну, это ужасно на самом деле.
Поэтому код всегда стараемся писать очень читабельно, чтобы вы так открыли его и прям аж красиво и легко могли все прочесть. Окей, вернемся к задаче. Значит, ну да, у нас уже все работает отлично. Максимум, что сейчас я хочу добавить, это улучшение от себя. То есть это не то, что по задаче было нужно. Если вы этого не сделаете, это нормально. Все-таки вы не знали, что это нужно было делать. Это я уже своим взглядом вижу, что когда мы переобразовываем что-то, ну, по формуле нашей, видите, у нас какое длинное-длинное число может получиться. Там иногда, наверное, еще длиннее, в зависимости от того... видели? В зависимости от того, что я конвертирую. И что я хочу сделать? Я хочу это все округлить. Как я это округлю? Я буду использовать mass round. Надеюсь, вы помните, что это за штука. Значит, что я сделаю? Я возьму в дужке результат этого действия. Вот так вот. И напишу здесь с самого начала mass. Точка. Round. Переобразовываю к ближайшему. Проверим еще раз. О, то есть видели, что оно сделало? Оно округлило все цифры после запятой. Такую же строчку я пропишу и вот тут. Вот так вот. И вот тут. Чтобы весь результат округлить нам в читабельную цифру. И не было какого-то очень длинного числа. Проверим еще раз. Ну, это я проверял. Килограммы отлично. И Цельсии отлично. Все работает прекрасно. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.